Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз лишь прогноз карты. Но реальность она бывает совершенно другая. Но я так надеюсь, что первое мы проведем с вами приятное время, ну или какой-то пазл вы сложите для себя, словно проиграете ситуацию, или инсайт какой-либо получите. Вот давайте мы узнаем, разложим с вами карты. И первая карта, как и первый вопрос, традиционно на неделю, что важно знать для вас, мои дорогие весы. Давайте вот эту достанем карту. Угу. И у нас выпадает пятерка жезлов. Эта карта, я ее называю информационного хаоса. Когда вообще не разбери, пойми что. Может быть, правда. Но вы как раз, ваша стихия воздух, и вы очень грамотно умеете работать с информацией. Правильно, как бы ее, то, что надо себе оставить, да, профильтровать, иными словами. А то, что, ну, где-то балласт, вы вполне можете от этого избавиться. Вот тут как раз вот эти два момента и нужно учитывать. Тут как будто людям будет больше что-то от нас нужно, нежели, допустим, нам от людей. Или сама по себе может приходить информация, которая разношерстная. Утром пришло что-то одно, как известие, потом в обед другое. Вечером может прийти совершенно противоположное, отменить две предыдущих. И карта нам говорит, не торопись во что-то ввязываться или на основе какой-то полученной информации выстраивать какую-то концепцию или логику, или думать, что это какой-то конечный результат. Пройдет время и еще что-то поменяется. И могут быть, кстати, и люди по пятерке жезлов, которые, знаете, очень быстро меняют свое мнение. Сегодня они вам пообещают одно, а завтра они сделают совершенно противоположное, мои дорогие весы. И так вот тоже может быть. Нет какой-то стабильности, вот в принципе. Хотя сама по себе карта совершенно мелкая, она не говорит о чем-то грандиозном. Но вот с какой-то такой вот турбулентностью мы можем столкнуться, видимо, на неделе. Давайте мы спросим, чего не избежать или неожиданности, по мнению карт. Вообще нам про любовь говорят. Шестерка кубков – это, ну, карта, которая ближе к старшему аркану влюбленные. Но только если влюбленные иногда говорят о выборе, то тут в хорошем смысле, что есть какое-то взаимопонимание. И часто это вопросы либо вашей паре, либо это касается, допустим, отношений даже с теми людьми, которых мы давно не слышали, не видели, а они вдруг о себе напомнят, может быть и несколько людей таких напомнят. Или вы сами что-то инициируете и будете общаться. Иногда по этой карте мы можем даже встретить случайно людей, которые тоже по какой-то причине из нашей жизни словно ушли, исчезли. Мы, может быть, и забыли думать, а здесь они вдруг появятся. Вот такое может проиграться. У кого-то может проигрываться шестерка кубков, ваше участие в жизни детей, внуков. То есть, ну, есть какое-либо взаимодействие с нашими родственниками. Иногда по этой карте это тоже проигрывается. Но, как любая карта 6, это победа. И здесь в каком-то эмоциональном варианте есть как и приятность, так и возможность, например, со всеми договориться. Общение, в принципе, с нашими близкими людьми или с людьми, которые вам приятны, мои дорогие, кому вы доверяете. Именно те люди, которые к нам искренне относятся. Ну, это то, что база, наверное, наша в плане эмоционального комфорта. Вот где-то чего не избежать. Значит, вы будете себя ощущать наиболее комфортно где-то на этой неделе, общаясь с теми людьми, которые вам, может быть, добавляют вдохновение, или те, кто приятны сами по себе, или какая-то новость к вам может прийти издалека. Или по этой карте может быть какая-то ваша личная история, когда вы будете договариваться, как встретиться с человеком, может быть, съехаться вместе. Но есть какие-то приятности в значении, как будто неизбежность или неожиданности, и это здорово. Чему сейчас не время, давайте мы узнаем. По мнению карт на этой неделе. Карта харизматичного лидера – это король жезлов. Может быть и правда, есть такой человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня.
Это у нас Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Это те люди, которые, ну, где-то живут по своим программам. Может быть, есть у вас и взаимодействие такое, есть какие-то советы от подобного человека. А нам карта говорит, все-таки впереди у нас 5 жезлов, что, ну, информацию мы не воспринимаем слишком серьезно, мои дорогие, на этой неделе. И в значении, если тоже жезловая карта выпадает, чему сейчас не время или что нам может помешать. Конкретный какой-то человек может помешать со своими советами. Мои дорогие, вот весы надо делать так, как вы считаете нужным. Ну, вы великие дипломаты, но иногда, как любая медаль, имеет 2 стороны. Иногда есть желание где-то не устраивать конфронтацию или скользя по направлению этой дипломатии, мы можем так вот соскользнуть на какие-то эмоции, советы, уговоры или какую-то информацию, которая нам тоже может подана как что-то, как истина в последней инстанции. А по сути это дело на этой неделе нет как будто этой самой истины. Есть, кстати, ваша интуиция, которая вам будет подсказывать. И, видимо, оставаться на своей волне для вас будет все же более правильно. Давайте мы узнаем, что нам будет помогать. Вот интересные карты такие, немножко разрозненные. Что нам будет помогать? Нас снова возвращают к какой-то личной нашей истории или к такому кругу общения или людям, которым мы абсолютно точно доверяем. Нам будет помогать, как наша семья, например, да, или иногда друзья бывают так же, как родные, которые вхожи в наш дом, которым мы абсолютно точно доверяем, которые нас не пытаются перевоспитывать, а которые воспринимают как и нас искренне, так и какую-то ситуацию, может, как, знаете, не с позиции дать нам совет, а просто прочувствовать нас где-то. Вот искренние отношения. У вас 2 карты об этом говорят, что для вас будет как и помощь, как и самое что-то главное, наверное, на этой неделе, так и какая-то перспектива, может быть, личная жизнь или те люди, которым вы можете доверять, мои дорогие весы. Вот только об этом. И ведь четко говорят, что важно знать. И много информации по 5 жезлов, которая будет просто либо фальшивая, либо она быстро меняющаяся, либо люди, которые быстро переобуваются, ну так, иносказательно говоря. И не случайно выпадает король жезлов. Ведь не обязательно, кстати, по этой карте человек рожден под знаком зодиака стихии огня. Если в значении харизматичный лидер, это тот, который в принципе ничего не доказывает, но с другой стороны это может быть какая-то персона, которая ведет себя пафосно, может быть и так, который много обещает или что-то говорит, хотя не совсем. По этой карте король жезлов он много не обещает, он больше где-то слушает. Ну да, какие-то нюансы нам ведь карты тоже не расскажут, поэтому вот будьте внимательны. Давайте мы с вами спросим, что от меня скрыто? Вот еще добавляет нам как раз 5 жезлов, 7 жезлов, 2 карты, которые как раз о какой-то, знаете, либо соревновании, либо каком-то споре, либо вот об этой информации, которая многолика, непонятна, какая-то разрозненная или противоречивая в один момент или в один день, что-то такое, как мы говорим, навалилось, и невозможно понять какую-то либо концепцию разговора, либо суть какую-то уловить. Вот настолько это может быть в разных либо направлениях информации, либо вот противоречивая. И 7 жезлов – это карта соревнования, как раз когда люди больше хотят воздействовать на нас, чтобы мы чем-то согласились или в чем-то начали участвовать, или приняли чью-то точку зрения. Может быть, для кого-то из вас будет, знаете как, разговор с человеком, который вам не расскажет всей правды. Вам могут преподносить какую-либо историю в одном каком-то виде, свете, или как думает конкретный человек, а по факту там будет какая-то совершенно другая преамбула или какая-то основа, вот как тот айсберг, и вот то, что скрыто. И, может быть, в основе какого-то дела
будет именно конфликт. Ну, к примеру, человек мог со всеми перессориться, доказывая какую-то правоту, но ему там показалось мало где-то, ну, предполагаемом коллективе. И он будет где-то вам насаждать свое мнение и доказывать, или пытаться, может быть, вас уговорить, чтобы вы вступились как арбитром или приняли его точку зрения. Но он вам всего не рассказывает, что он, к примеру, повел себя некрасиво. Вот как вариант. Такая история может тоже, может быть, у кого-то из вас и проиграться. От нас как будто скрыт какой-то конфликт или какое-то противостояние, или какой-то спор. Или, может быть, это тот спор, который между людьми, и вас будут пытаться втянуть тоже куда-то. Все же я больше вижу так. Или, знаете, люди могут специально словно расспрашивать у вас, мои дорогие весы, как у тебя дела обстоят, или что у тебя в личной жизни. Кстати, имейте в виду, вот с двумя картами шестерка кубков, десятка кубков, у вас как раз сейчас ведь очень хорошая позиция по личной жизни. И даже если вы один или одна, ну, не могу совсем сказать, что один или одна. Как минимум, друзья какие-то у вас есть, это точно, или подруги, или какое-то приятное общение. Или вы, мои дорогие весы, будете производить впечатление человека счастливого, и кому-то захочется вам добавить ложку дегтя в ваше настроение. И по этим картам я такое тоже могу себе предположить. Все-таки, когда пятерка и семерка жезлов выпадают вдвоем, как бы две карты, есть, как, знаете, какой-то диссонанс между информацией, новостями и конкретными людьми, которые либо нам где-то тень на плетень хотят навести, либо нас куда-то втянуть. А нам как будто вот ни эта тень ихняя не нужна вместе с плетенью, ни какой-то конфликт. Вот как-то так. Давайте мы узнаем. Дела, работа, бизнес. Что нам подскажут карты? Какова энергетика? Что у нас будет по делам у вас, мои дорогие весы? Шикарно. Шестерка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Деньги как будто будут. Или вы решаете какой-то финансовый вопрос, или деньги в рост. Но вообще сказала бы, продуктивная неделя сама по себе для себя что-то сделать хорошо. И как будто даже если не на этой неделе вы получите деньги, то тогда в последующем какой-то финансовый прогресс. Что-то вы для себя делаете очень хорошо. Вот правда, мои дорогие весы? Кто-то может позавидовать. Хотя напрямую нам вот эти карты не сказали про зависть, но все же, возвращаюсь, пятерка с семеркой жезлов может как раз и говорить о ситуации, которая, ну, может как вариант альтернативный у кого-то из людей создастся в голове, ну что-то ему больно хорошо, или ей, дай-ка я вот тут чему-нибудь приобщу, или будет просто любопытство у человека вас о чем-то расспросить, или все что-то досконально разузнать. Тогда имейте в виду, если кто-то к вам обращается с подробными какими-то расспросами, скорее всего, у человека есть какой-то свой интерес, понимаете, есть какая-то своя такая подноготная сторона, которую вам он никогда не расскажет, но корысть определенно имеет место быть. Вот я бы сказала так. И знаете, когда десятка кубков выпадает, это всегда, ну, вот как в поговорке, счастье и удача любят тишину. Рассказывайте о себе поменьше, мои дорогие, чтобы никто не знал ни про работу, ни про личную жизнь и особенно про ваши успехи. Давайте мы посмотрим, что же по финансам, хотя нам сказали, но давайте мы узнаем на неделю, что у вас по финансам. Шикарно, карта сила. Вы наиболее ресурсные. Правда, вот когда выпадает эта карта, есть такая категория людей, которые словно чувствуют, что мы сейчас наиболее ресурсные, и пытаются тогда на нас переложить часть своих каких-то проблем. Или к вам кто-то будет обращаться, мои дорогие весы, одолжи мне денег. И я бы не сказала, что по этим картам мы должны одолжать деньги, ни в коем случае. Тем более, опять же, пятерка жезлов и семерка жезлов. Но у вас сейчас что-то на кону может стоять, как дела, работа, бизнес, деньги, что-то очень перспективно, важно, хорошее, которое именно для вас будет иметь смысл. Я бы сказала, две карты нам говорят, держи позицию стороннего наблюдателя, а с учетом вашей ресурсности, я бы еще добавила, занимайтесь только тем, что лично для вас имеет значение. И где-то больше молчания о себе лично,
о своих планах, о своей любви, о своих отношениях, о своей семье. Но побудьте инкогнито. Давайте мы узнаем, что в личной жизни, мои дорогие весы. И еще девятка пентаклей нам говорят о деньгах. Значит, правда, у кого-то может просто на первый план выйти вопросы дела, работа, бизнес, деньги. Или вы будете что-то, допустим, продумывать наперед, как что-либо купить. Для кого-то из вас в личных отношениях станут на первый вопрос финансы. И знаете, ведь девятка о чем нам говорит? Это по нумерологии 9 преддверие перемен. Деньги как будто будут, и нам снова говорят, деньги мы не тратим. Хотя очень удачная неделя, больше где-то с позиции собственных амбиций. Хотя и десятку кубков, карту счастья, карту успеха, когда вы можете получить какую-то радостную новость, известие, когда эта неделя, мои дорогие весы, я так думаю, вас не оставит равнодушным, что-то приятно, добро, хорошее вас ждет и в личной жизни, как и по деньгам, так и, я бы сказала, и еще и на будущее вы можете же сделать что-то для себя, как в плане профессиональной деятельности или вашего бизнеса, или просто вашего творчества, мои дорогие, или какого-то самовыражения. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.